Сейчас я опишу одно тело. Слушай и проверяй на себе. У него две одинаковые половины. Проведи черту посередине. Слева и справа будет одно и то же. У него есть вперед и зад, и они не равны. Спереди – голова. Почти все, чем это тело чувствует мир, собрано в голове. Глаза, уши, нос, язык – все в одном месте. И мозг тут же рядом. Глаза два, и смотрят они в одну сторону. Внутри проходит сквозной канал, у которого два разных конца. У медузы такого нет. Там внутренняя полость упирается в тупик. Вдоль спины тянется нервный шнур, и он спрятан внутрь, в костяной футляр. Скелет тоже внутри, а не снаружи. Твердое убрано вглубь, мягкое осталось сверху. Конечности растут парами, и пар этих две. 7 пунктов. Каждый ты только что проверил на себе, не вставая со стула. И кажется, что я описывал человека. Я описывал не человека. Ни один из 7 пунктов человек не придумал. Их не придумали приматы, не придумали млекопитающие, не придумали даже те, кто первым выбрался на сушу. Все 7 были готовы задолго до этого. Задолго до костей в том виде, в каком мы их знаем. Задолго до первого дерева. Задолго до динозавров. А динозавры отсюда так далеко, что между ними и этой описью помещается почти вся история наземной жизни целиком. Опись составили в океане, и составили ее, судя по всему, один раз. Проверить это легко и займет секунду. Возьми любое позвоночное, какое первым придет в голову. Орел, крокодил, летучая мышь, тунец, лягушка. И пройдись по тем же 7 пунктам. 2 одинаковые половины есть у всех. Голова спереди и чувства собраны в ней есть у всех. 2 глаза есть. Сквозной канал внутри есть. Нервный шнур вдоль спины в футляре есть. Скелет внутри есть. 2 пары конечностей тоже есть. Даже у тех, у кого одна пара стала крыльями, а другая ластами. 7 из 7. И так каждый раз. У животных, которые живут в воде, в воздухе и под землей, весят кто граммы, а кто тонны, и разошлись друг с другом сотни миллионов лет назад. Когда настолько разные существа совпадают по всем 7 пунктам, объяснение остается одно. Это не 7 независимых изобретений, сделанных по случайности одинаково. Это наследство. Один документ, размноженный копиями. Мы вернемся к этим 7 пунктам еще дважды за этот фильм. Каждый раз список будет тот же самый, и каждый раз он будет значить что-то другое. В прошлом фильме мы смотрели, как жизнь возвращалась после самой известной катастрофы в истории планеты. Как мертвая точка на месте удара ожила первой. Как на восстановление ушли миллионы лет. Сегодня о противоположном. О моменте, когда жизнь ничего не восстанавливала, а собиралась. И сразу уберем с дороги вопрос, который обычно задают в таких фильмах. Мы не будем разбираться, как на Земле появилась жизнь. Жизнь к этому моменту существовала уже миллиарды лет. Океан был полон, в нем шла химия, делились клетки, работала эволюция. С жизнью все было в порядке очень давно, и это отдельная история. Наш вопрос другой и гораздо более узкий. Откуда взялись тела? Не клетки, не организмы вообще, а именно конструкция. Двусторонняя, с головой на переднем конце, сквозная, как труба, с нервным тяжом вдоль спины. Та самая опись из 7 пунктов, внутри которой ты сидишь. Потому что вот что странно. Эта конструкция есть у тебя. Она же у собаки, у ящерицы, у лягушки, у окуня. Между вами колоссальная разница. Шерсть, чешуя, легкие, жабры, размер, среда. А чертеж один и тот же. 7 пунктов совпадают у всех. И если пойти по этому чертежу назад во времени, происходит странное. Он не размывается. Будь он результатом медленного изобретения, мы бы видели постепенность. Сначала намек на двусторонность, потом что-то похожее на голову, потом подобие сквозной кишки. Шаг за шагом, слой за слоем, все более грубые версии. Ничего подобного в породе нет. Ниже определенного уровня тел с таким планом просто не находят. Выше находят, и сразу много, и сразу очень разных.
Это граница начала Кембрийского периода. И то, что происходит сразу над ней, называют Кембрийским взрывом. Дальше мы разберем 3 вещи. Что было под границей, что появилось над ней и, самое интересное, почему слово «взрыв» описывает происходившее неверно. Чтобы почувствовать, насколько резкая эта граница, надо сначала спуститься под нее. Под ней лежит Эдиакарий. Промежуток от 635 до 541 миллиона лет назад. Почти 100 миллионов лет, то есть дольше, чем прошло с гибели динозавров до сегодняшнего дня. Жизнь там есть, и она уже крупная. Не микроскопическая, есть организмы размером с ладонь, есть и больше. В породе они остаются как отпечатки, похожие на оттиски листьев или на стёганые матрасы. Странные, ни на что современные непохожие формы. Но посмотри, чего в этом мире нет. Отсутствие здесь, говорят, больше, чем находки. Там почти нет твердого. Нет раковин, нет панцирей, нет зубов, нет игл. А твердое в природе почти всегда означает одно – есть от кого защищаться. Раковина – дорогое удовольствие, ее строят не для красоты. Если раковин нет ни у кого, значит, никто ни на кого всерьез не нападает. Там нет глаз. Ни одного надежного отпечатка глаза из этого времени у нас нет. Целый мир, живущий вслепую. Там почти нет нор, и это видно прямо в породе. Слои идут ровно один за другим, как нетронутый ил. Никто их не перемешивает, никто не роет, никто не прячется в грунт. И там очень мало движения. Большинство эдиакарских организмов, судя по их устройству, стояли или лежали. Плоские, мягкие, прижатые ко дну, всасывающие что-то поверхностью тела. Сложи это вместе, и получится картина, которую трудно уложить в голове. Мир полный жизни, в котором никто ни за кем не гонится. Нет охоты, нет бегства, нет засады, нет брони, потому что не отчего. Океан, в котором можно лежать на самом виду, ничем не прикрывшись, и с тобой ничего не случится. Попробуй представить это по-настоящему, а не на словах. Мы привыкли, что живая природа – это в первую очередь напряжение. Кто-то всегда следит, кто-то замирает, кто-то бросается. Любой фильм о дикой природе построен на этом – погоня, укрытие, риск. Мы даже не задумываемся, что это свойство не жизни вообще, а конкретной ее версии. В Эдиакарии этого напряжения нет. Дно устлано мягкими телами, которые впитывают растворенную органику всей своей поверхностью, лежат неподвижно и никого не опасаются. Ближайшее, что можно вообразить, не саванна и не риф, а что-то вроде подводного луга, который не ест сам себя. И длилось это не эпизод. Это длилось почти 100 миллионов лет. И все это время ничего принципиально не менялось. Такого мира на Земле больше не будет никогда. А потом граница. И вот деталь, которая мне кажется лучшей во всей этой истории. Начало Кембрия геологи определяют не по костям и не по раковинам. Точка отсчета установлена на разрезе в Ньюфаундленде, в Канаде, и ратифицирована в 1992 году. А маркером служит самое нижнее известное появление ископаемого следа под названием Триптихнус педум. Не тело, след. Отпечаток того, как кто-то полз в грунте и рыл его сложным ветвящимся ходом. Целый период в истории Земли начинается не с находки существа, а с доказательства, что кто-то целенаправленно двигался. По одну сторону этой границы – плоские неподвижные существа без глаз. По другую, в геологическом смысле почти сразу, животные с панцирями, с членистыми ногами, с челюстями, с глазами, которые действительно видят. Они плавают, роют, охотятся, удирают. И главное здесь не количество. Главное, что они принципиально разные. Объясню, что это значит. Кошка и кит различаются сильно, но чертеж у них общий. Те же 7 пунктов. Это варианты одной темы. А в Кембрии появляются именно разные темы. Конструкции, устроенные по несовместимым принципам. У одних скелет снаружи и тело поделено на сегменты. У других тело мягкое и построено вокруг мускульной ноги. У третьих взрослая симметрия вообще не двусторонняя, а лучевая на 5 частей. Это не родственные модели. Это разные способы быть животным.
Насколько быстро все это появилось, наука формулирует осторожно, и я приведу формулировку как есть. В работе Эрвина и коллег в журнале Science сказано: разнообразные двусторонние симметричные группы возникли, по всей видимости, в пределах нескольких миллионов лет в начале Кембрия. Несколько миллионов лет. По человеческим меркам невообразимо долго. По меркам породы, где эдиакарий тянется почти 100 миллионов лет однообразным слоем, это вспышка. А к отметке 518 миллионов лет назад дело уже сделано. Формулировка из работы Лерази Абрила и Ортеги Эрнандеса. Кембрийская летопись показывает, что большинство типов животных к этому времени уже разошлись и населяли океаны Земли. Большинство типов – не отдельные удачные виды, основные ветви животного царства, те самые, которые существуют до сих пор. И вот что из этого следует. С тех пор список почти не пополнялся. Эволюция работала после этого 500 миллионов лет без единого перерыва. Она сделала китов из наземных зверей, птиц из динозавров, змей из ящериц с ногами. Но новых чертежей за все это время она практически не создала. Она перебирала старые. Здесь надо остановиться и задать неудобный вопрос. Мягкое тело не окаменевает. Ни глаз, ни мышца, ни кишка не переживает сотни миллионов лет в камне. Они сгнивают за дни. Обычно от животного остается только твердое – раковина, кость, зуб, панцирь. Так откуда мы вообще знаем, как выглядели эти существа? Откуда мы знаем, что у них были глаза и кишечник, если ни то, ни другое сохраниться не должно? Ответ – редчайший тип захоронений, где мягкое все-таки сохраняется. Такие места называют лагерштеттами. Условия там сложились так, что тело успевало отпечататься раньше, чем разложиться. 3 вещи должны совпасть. Животное быстро засыпает осадком. За часы, не за недели. У дна нет кислорода, поэтому бактерии работают медленно. И нет падальщиков, которые растащили бы тушу. Совпадение этих 3 условий – редкость. Таких мест на всю планету единицы. И 2 из них знамениты именно кембрийскими находками – Чинцзян в Южном Китае и Бёрджесский сланец в Канаде. Что там лежит? Не кости. Отпечатки целых животных с мягкими частями. Видно контур кишечника, идущий через все тело. Видно глаза. Видно щетинки на ногах и жаберные структуры. Иногда видно содержимое кишки, то есть можно узнать, что конкретное животное ело перед смертью. И вот почему это важно именно для нашего вопроса. Представь, что у нас есть только твердые остатки – раковины и панцири, как обычно. Мы бы посмотрели на Кембрий и решили: ага, это период, когда животные начали обрастать броней. История про доспехи. Лагерштетты показывают, что дело было совсем не в броне. Они показывают, что вместе с панцирем появилось все остальное сразу. Зрение, охота, рытье, плавание, конечности, кишечник со специализированными отделами. Не броня отдельно. Целая работающая машина, которая двигается, ищет и ест. И это меняет смысл границы. Под ней не мир без ракушек. Под ней мир без охоты. А над ней мир, где охота есть и все остальное появилось потому, что она есть. Теперь вернемся к описи, к 3-му из 4 раз. 2 одинаковые половины – вперед и зад. Голова спереди, чувство в ней. 2 глаза. Сквозной канал внутри. Нервный шнур вдоль спины. Скелет внутри. 2 пары конечностей. Ищем в Кембрийском океане тех, у кого этот набор уже есть. И находим. Из отложения Чинцзяна в Южном Китае известны Милакунмингия и Юньнаназаон. Из отложений на северо-востоке США и в Британской Колумбии Эмансаспис и Метаспригина. Это наша ветвь. Хордовые. Будущие рыбы, будущие все, у кого есть позвоночник, включая тебя. Наш чертеж в этом океане уже присутствует. Он там есть. Но вот в каком качестве он там есть. Формулировка авторов той же работы, и она без всяких прикрас.
Летопись, говорят они, показывает, что хордовые были, возможно, второстепенным компонентом морских экосистем во время первой большой диверсификации животной жизни в Кембрии. Второстепенным. В оригинале минорным. И там же прямым текстом. Позвоночные представлены горсткой редких мягкотелых форм. Горстка. Второстепенный компонент. Вот кто мы в том мире. Не хозяева, не главная линия, не победители, идущие к неизбежному триумфу. Несколько мягких существ без панциря, без крупных зубов, без брони, на фоне океана, где правят совсем другие. Мысленно поставь себя на место наблюдателя, которому дали посмотреть на кембрийское дно и предложили угадать, чье потомство через 500 миллиарда лет будет строить телескопы и снимать документальные фильмы. Он не поставил бы на нас. Ни за что. Он поставил бы на членистоногих. Их там больше всех. Они разнообразнее всех. Они лучше всех вооружены. У них броня и сложные глаза, и они явные хозяева положения. И знаешь что? По числу он был бы прав. Членистоногих, насекомых, ракообразных, паукообразных, по числу описанных видов и сегодня больше, чем всех остальных животных вместе взятых. Ставка была верной. Просто одна из мягких, ничем не примечательных статистических линий унесла с собой ту самую опись из 7 пунктов. И через 500 миллионов лет эта опись оказалась внутри тебя. Не потому, что она была лучшей. Мы не знаем, была ли она лучшей. Мы знаем только, что она уцелела. А теперь главное, то, ради чего этот фильм и снят. И оно ломает картинку, которую мы только что аккуратно собрали. Слово «взрыв» заставляет думать о моменте изобретения, как будто в начале Кембрия что-то щелкнуло, и природа за несколько миллионов лет придумала все планы строения разом, быстро, вдруг, на пустом месте. Так вот, изобретения тогда, судя по всему, не было вовсе. Работа Эрвина и коллег сравнила две независимые летописи. Первая – окаменелости, то, что лежит в камне. Вторая – гены. Гены можно читать как часы. Мутации накапливаются с более-менее постоянной скоростью, и если взять два современных вида и посчитать различия, можно оценить, как давно их линии разошлись. Это грубые часы, у них есть свои сложности, но работают они независимо от того, что сохранилось в породе. И в этом их ценность. Камень может молчать, а гены помнят. И вот что сказали гены. Дословная формулировка из работы: основные группы животных разошлись за много десятков миллионов лет до своего первого появления в палеонтологической летописи. Прочитай еще раз. За много десятков миллионов лет до. То есть чертежи уже существовали задолго до того, как их стало видно в камне. Ветви разошлись раньше. Просто эти ветви были мелкими, мягкими, немногочисленными и потому не оставили следа. Но авторы идут дальше. Они называют время, когда сложился сам инструментарий развития, генетический набор, из которого тела вообще строятся. Криогений – от 850 до 635 миллионов лет назад. Теперь сложи даты. Инструменты готовы к 635 миллионам лет назад. Тела массово появляются после 541. Между этими двумя событиями почти 100 миллионов лет. И авторы прямо называют этот промежуток – задержка, макроэволюционный лаг. Вот что это значит для нашей описи. Твой чертеж не собрали за один миг в начале Кембрия. Его собрали намного раньше, и он очень долго лежал, как готовая программа, которую написали и не запускали. Кембрийский взрыв – это не изобретение, это запуск. И тогда вопрос смещается целиком. Уже не «как придумали тела», их придумали задолго до, а что нажало на кнопку почти через 100 миллионов лет после того, как инструменты были готовы. Здесь наука спорит, и я не стану делать вид, что спор закрыт. Самое известное объяснение – кислород. Логика простая и убедительная. Активное животное дорого обходится. Мышца, погоня, рытье, поддержание брони – все это энергия, а энергию дает дыхание. Пока кислорода мало, дорогие тела просто не окупаются, их не на что содержать. Стало больше кислорода, стали возможны хищник и жертва. Долгое время считалось, что перед Кембрием случился резкий кислородный скачок, и он все и открыл. Дверь распахнулась, жизнь вошла. Свежие работы эту картину меняют,
и меняют в неожиданную сторону. В исследовании, вышедшем в журнале Nature Geoscience, говорится, что кембрийские животные, по всей вероятности, не нуждались в таком количестве кислорода, как считали ученые, и что достаточно было небольших повышений насыщенности кислородом, таких, величина которых как раз годится, чтобы вызвать крупные изменения в экологии. То есть не распахнутая дверь, приоткрытая щель. Хватило немногого. А дальше идет цифра, которая ставит всю кислородную версию на место. По тем же данным, уровень кислорода в глубоком океане приблизился к современному лишь примерно через 140 миллионов лет после Кембрийского взрыва. 140 миллионов лет после, не до, после. Задержись на этом. Животные с глазами, челюстями, панцирями и сложным поведением возникли, расселились и процветали в океане, который по нашим сегодняшним меркам дышал еще очень плохо. Кислород не был условием входа, он подтянулся потом, когда все уже случилось. Так что честный ответ на вопрос «что нажало кнопку» звучит сегодня примерно так. Небольшой сдвиг условий на фоне давно готового инструментария, плюс то, чего в породе напрямую не измеришь – сами животные. Потому что есть версия, которая ничего не требует извне. Появился первый, кто съел другого. И дальше система разогнала себя сама. Охота требует защиты, защита требует зубов покрепче, зубы требуют брони потолще, все вместе требует глаз, чтобы видеть на расстоянии, и скорости, чтобы уйти. Каждый шаг оправдывает следующий. Никакого внешнего толчка не нужно. Достаточно одного хищника, чтобы запустить гонку, которая идет до сих пор. Но здесь я обязан провести черту и проведу ее прямо. Все, что я сейчас сказал про гонку вооружений, это объяснение, не измерение. Кислород меряют по породе, даты меряют по распаду изотопов, генетические расхождения считают по геномам, а появился первый хищник и понеслось – это логичная история, которая хорошо все связывает. Держи эту разницу в голове, когда будешь пересказывать фильм. Вернемся к описи в четвертый и последний раз. Две одинаковые половины, есть вперед и зад, голова спереди и чувства собраны в ней. Два глаза, сквозной канал внутри, у которого два конца, нервный шнур вдоль спины, спрятанный в футляр. Скелет внутри, а не снаружи. Две пары конечностей. Теперь прочитай этот список еще раз, зная все, что мы разобрали. Это не описание человека, это не описание млекопитающего, это даже не описание позвоночного. Это техническое задание, составленное в океане больше полумиллиарда лет назад, в мире, где не было ни суши в привычном смысле, ни деревьев, ни почвы, составленное существами, которых в том океане почти никто не замечал. И с тех пор оно не переписывалось. Эволюция за 500 миллионов лет проделала колоссальную работу. Она вытянула передние конечности в крылья и сплющила их в ласты. Она убрала ноги у змей и вернула плавники китам. Она наращивала мозг, переставляла челюсти, перекраивала череп и разнесла размеры тела так далеко, что между землеройкой и синим китом трудно найти что-то общее, кроме этих самых 7 пунктов. Но она ни разу не добавила третью пару глаз, не проложила вторую кишку, не вынесла позвоночник наружу и не переставила голову назад. Она перебирала детали, чертеж она не трогала. И вот с чем я тебя оставлю. Найди на себе любой пункт из этих 7, самый очевидный, какой попадется первым. Симметрию, или два глаза, или то, что твердое у тебя внутри, а мягкое снаружи. И вспомни, что этот пункт старше, чем суша под твоими ногами. Напиши в комментариях, какой из 7 оказался для тебя самым неожиданным именно в этом качестве. Мне правда интересно, где у людей ломается ощущение привычного. Потому что сушу этот чертеж возьмет позже. К концу Кембрия океан набит телами. Они видят, охотятся, роют, обрастают броней, догоняют и убегают. Вся эта работа кипит под водой. А над водой голый камень, на котором не растет и не живет ничего. И однажды кто-то оттуда выйдет. Не героически и не за подвигом, скорее убегая, скорее случайно. И вынесет на сушу ту же самую опись. Двусторонний, с головой впереди, со скелетом внутри и с парными конечностями, которые еще даже не ноги. Про это следующий фильм.